Странное состояние Лукашенко на параде в Минске, Путин с ядерными чемоданчиками в Казахстане и атака дронов на бухту в Краснодарском крае. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Лукашенко вывез «Искандеры», способные нести ядерный заряд, в центр Минска. При этом трясся, заикался и скрывался от камер. А еще заявил о белорусах, которые хотят воевать. Так ли это? Работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Главком ВСУ рассказал о проблемах в украинской армии, чего хочет Сырский и какая обстановка на самом деле. Если не будет просто краха обороны, то можно говорить о том, что упорные бои продолжаются. Ракетный и дроновый удар по Днепру, погибшие и десятки пострадавших. Куда целилась путинская армия? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Трясся, заговаривался и с фуражкой на бекрень угрожал соседним странам. Лукашенко явился народу в военной форме на параде в Минске. Выступил лишь с короткой речью и вдруг придумал, что белорусы хотят воевать. Сегодня нас пытается учить весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Наши люди наши, так только они вчера почувствовали обострение обстановки на южных наших границах. Тысячи звонков в военкоматы и в части подразделения нашим военным генералам: возьмите нас в армию, дайте нам оружие, мы будем защищать свою родину. Не надо. Трудитесь спокойно. Интересно, что после своей непродолжительной речи Лукашенко игнорировали телеоператоры, которые то и дело показывали Белоусова и Володина, которые прилетели в Беларусь. Дальше по Минску прошел зоопарк военной техники. Драконы, лисы, тигры и еще богатыри и Белграды. В Минске также почему-то представили иранский дрон «Шахед» как отечественную разработку «Герань». БПЛА способны нести боевую часть массой до 52 килограммов. Кроме того, у Лукашенко попытались напугать и побряцать «Искандерами М», которые способны нести ядерный заряд, и заявили, что белорусские бронемашины лучше западных. Не обошлось и без российских танков Т-34. Это его самореализация. Это фактически, может быть, удовлетворение тех детских амбиций. Может быть, когда он играл в детстве в войну, помните, называли «войнушка». Вот он не наигрался и до сих пор хочет продолжать играть. Но уже в статусе узурпированной им должности президента и, конечно же, узурпированной должности главнокомандующего Вооруженных сил Республики Беларусь. Это ему нравится. Он считает, что все восхищаются его форме, его внешнему виду, его, может быть, обличию, тому страху, который он создает всем остальным. Лукашенко, с подачи которого в Беларуси буквально охотятся на инакомыслящих и тех, кто против режима, подписал закон об амнистии и заявил, что он по-человечески относится к политзаключенным. А поэтому уже в ближайшее время на свободу могут выйти, внимание, тяжелобольные и репрессированные. Напомню, что в правозащитном центре «Весна» заявляли о том, что по состоянию на конец мая этого года в белорусских колониях было не менее 254 политзаключенных, цитата, находящихся в особом риске по состоянию здоровья. Среди них 16 человек с инвалидностью, 91 человек в тяжелом состоянии и 65 человек, чей возраст превышает 60 лет. Многие из них также имеют большие проблемы со здоровьем, а также 10 заключенных с ментальными расстройствами. Интересно, что о политзаключенных в Беларуси в этот день говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен и призывал Лукашенко освободить всех. Ваша преданность идее лучшей жизни для вашего народа вдохновляет весь мир. Мы чтим мужество 1500 белорусских политзаключенных, которые за решеткой просто потому, что пытались пользоваться свободами, которые независимость страны должна была бы им обеспечивать. Призываем к их безусловному освобождению.
Главком ВСУ Сырский выпустил детальный отчет об обстановке на линии фронта на фоне статей с критикой его действий, которые появились в украинских медиа. Сырский говорит, что сейчас сложная ситуация на Покровском направлении. Россияне используют артиллерию и FPV-дроны. Кроме того, Сырский говорит, что на этом направлении ВСУ необходимо постоянное обеспечение боеприпасами, а вот на других участках фронта, по мнению главкома, интенсивность боевых действий снизилась. Также Сырский рассказал о проблемах украинского войска, в частности, упомянул о мотивации военных. В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭП и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника. Детальнее о ситуации на линии фронта мы поговорили с военным обозревателем Давидом Шарпом. Часов Яр очень важная точка приложения на протяжении уже месяцев. А для них это важнейший такой, скажем так, узел в украинской обороне. Его захват — это шаг, опять-таки, важному пункту уже такой вот глобальной цели россиян — агломерации Константиновка, Славянск, Краматорск. То есть продвинуться к Константиновке можно через Часов Яр, который находится на высотах, что дает определенное дополнительное значение этому месту. То есть сам по себе город небольшой, и значение его важно именно вот в качестве такого шага к Константиновке. Упорные бои там идут очень давно, в том числе конкретно за район Канал. Были ранее продвижения украинцам, ему удавалось кое-что отбить. Сейчас есть продвижение наоборот. Но здесь все упирается, в общем, в то, что ситуация с точки зрения конфигурации фронта, ее нельзя назвать для украинцев крайне сложной. И пока нет никакой угрозы оперативного окружения или охвата, как, например, это было в районе Авдеевки. Поэтому, если не будет просто краха обороны, то можно говорить о том, что упорные бои продолжаются. Украинские безэкипажные дроны вновь доплыли до Новороссийска, города, где сейчас в основном россияне прячут остатки своего Черноморского флота. Известно, что оккупанты так пытались уничтожить эти морские дроны, что каким-то образом в прибрежной зоне были повреждены 2 коммерческие помещения и квартира. В Новороссийске заявляют, что больше потерь якобы нет, а морские дроны уничтожены. Утром в среду в прибрежной зоне были введены ограничения. По информации местных, проводилась проверка Цемесской бухты. Завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Все ограничения сняты. По заявлениям от жителей первой береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества. Новороссийская бухта уже не тихая гавань. В прошлом году россияне также заявляли об успешном отражении атаки и о том, что якобы все морские дроны были уничтожены. Однако вскоре в открытом доступе появились кадры, которые говорили об обратном. В частности о том, что произошла встреча дрона с десантным кораблем «Оленегорский горняк». Тогда этот БДК прилег на бок. Путинская армия нанесла массированный удар по Днепру. По городу выпустили дроны и ракеты. Местные сообщали о как минимум 10 взрывах. В сети также публикуют кадры уничтожения над областным центром дронов «Шахед». На момент записи выпуска на месте прилетов работали спасатели, и было известно уже о как минимум 4 погибших и 27 пострадавших. 4 июля в Днепре объявлено днем траура. Працюють рятувальники, всі працюють, комунальні служби. Також на місці знаходиться все керівництво області та міста. Ну а далі будемо слідкувати за офіційними повідомленнями від ДСНС та військової адміністрації. Хочу ще раз підкреслити, на жаль, є загиблі, але будемо сподіватися, що всі постраждали. І операція по евакуації пройде нормально, і ми зможемо допомогти всім людям. Военный преступник Путин тем временем в очередном, но недалеком турне. На этот раз он находится в Казахстане на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Известно, что там Путин встретится и с товарищем Си, и с Эрдоганом. В эти дни в Казахстане и генсек ООН Антонио Гутерриш.
Официально известно, что он собирается встретиться с Касым-Жомарт Токаевым, а также планирует приехать на саммит ШОС. По данным пресс-службы ООН, Гутерреш собирается напомнить о том, что все должны стремиться к миру и не забывать об уставе ООН. Тем временем в Казахстане уже были замечены офицеры РФ с ядерными чемоданчиками, которые Путин возит с собой. Перемирие в секторе Газа хотят израильские генералы, даже если это позволит Хамас временно остаться у власти в регионе. О таких настроениях пишет New York Times. На публикацию уже отреагировал Нетаньяху. Неназванные официальные лица дают интервью газете New York Times, и они говорят, что Израиль будет готов закончить войну, не достигнув всех своих целей. Я не знаю, кто эти неназванные чиновники, но я здесь, чтобы однозначно заявить, что этого не произойдет. Мы закончим войну только после достижения всех ее целей, включая уничтожение Хамас и освобождение всех наших заложников. О чем говорят такие настроения израильских генералов и Нетаньяху, и чего ожидать в конфликте на Ближнем Востоке? Эту тему мы также обсудили с военным обозревателем. Все в итоге упирается в то, какие будут приняты политические решения. И пока эти решения все же принимаются правительством государства Израиль, на данный момент выхода, если мы говорим о секторе Газа, варианта примерно 3. Первый вариант – это взятие сектора Газа под полный контроль. И остается 2 варианта. Это либо продолжение боевых действий после общевойсковой фазы, которая близка к завершению, в рейдовом режиме. То есть так, чтобы противнику нельзя было дать поднять голову. Как мне видится, вот этот сценарий, теоретически он возможный. Многие сторонники сделки, предложенные американцами, и не только американцами, и даже израильтянами по обмену заложников, многие сторонники этой сделки готовы пойти на такой сценарий по принципу лишь бы освободить заложников, пропади все пропадом. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.